Абсолютно реально, что связь между этим и соседним миром была установлена. Сэр Уильям Крукс. Люди, находящиеся на смертном одре, незадолго до ухода из жизни часто сообщают о том, что видят своих умерших родственников, друзей и существ света, которые пришли встретить их и помочь совершить переход в потусторонний мир. Доктор Элизабет Кюблер-Росс, на протяжении всей жизни изучавшая умирание и процесс перехода людей в так называемый «тонкий мир», в своих книгах и интервью подробно описала множество случаев, когда ее пациенты, находившиеся в непосредственной близости от смерти, видели духовных помощников, пришедших облегчить их переход. Пионер современных исследований жизни после смерти Реймонд Моуди, чья деятельность привела к масштабным изысканиям в области умирания и благодаря кому мы получили новые потрясающие знания, описывает видение на смертном одре в своих книгах и приходит к выводу, что люди в момент, предшествующий уходу из жизни, действительно приоткрывают завесу, разделяющую два мира. Кто-то незадолго до перехода в иной мир видит родных, друзей и близких. Кто-то называет появившихся рядом с постелью существ света ангелами или Иисусом, таким образом интерпретируя увиденное. Примечательно, что ангелы никогда не появляются с крыльями, как их привычно изображают в религиозных источниках, а Иисус часто одет в самую обычную одежду. Многие умирающие сообщают, что видят открывающийся портал, из которого появляются их умершие близкие, а позади них, в самом портале, они замечают прекрасный мир, цветущие луга, красивые цветы и величественные небеса. Персонал хосписов сообщает, что зачастую пациенты, увидевшие пришедших помочь им с переходом родных, уходят из жизни с безмятежной улыбкой на лицах. С появлением хосписов, персонал которых находится рядом с умирающими на протяжении длительного времени, информация о предсмертных видениях пациентов стала лавинообразно распространяться и обрела доказательную силу в вопросе подтверждения факта существования жизни после жизни. Андрей Гнездилов, заслуженный петербургский врач-психиатр, более 20 лет проработавший в хосписе и ставший свидетелем множества случаев околосмертных переживаний и предсмертных видений, сделал следующее заключение в конце своей более чем впечатляющей медицинской карьеры. Смерть – это не конец и не разрушение нашей личности. Это всего лишь смена состояния нашего сознания после завершения земного бытия. Я 10 лет проработал в онкологической клинике, а теперь уже более 20 лет работаю в хосписе. За эти годы общения с тяжело больными и умирающими людьми я много раз имел возможность убедиться в том, что человеческое сознание после смерти не исчезает. Что наше тело – это всего лишь оболочка, которую душа покидает в момент перехода в другой мир. Видения на смертном одре распространены по всему миру. Их модель совпадает у разных людей, вне зависимости от их пола, вероисповедания, происхождения, места проживания, цвета кожи, ориентации и прочих различающих нас факторов. Как индийская девочка, умирающая от рака, рассказывает о том, что за ней пришла ее любимая тетя, умершая годом ранее, так и русский инженер 50 лет, никогда не веривший в Бога и жизнь после смерти, умирающий от цирроза печени, видит на смертном одре свою давно ушедшую на тот свет маму и в свои последние минуты преисполняется умиротворением и любовью. Таким образом, мы видим систему, которая, как и в случае с ОСП, не зависит от различий людей по всему миру. Это подкрепляет доказательную силу этого явления. Еще одно подтверждающее доказательство – случаи, когда предсмертные видения наблюдают не только сами умирающие, но и собравшиеся вокруг их постели родственники. Они сообщают, что тоже видели или ощущали присутствие давно умерших родных, видели открывающиеся порталы, яркий свет, чувствовали умиротворение и любовь, и даже наблюдали, как душа умирающего выходит из тела и отправляется в портал, сопровождаемая пришедшими помочь ей духовными сущностями. Это случается нечасто, но случается, подтверждается перекрестными проверками
и таким образом исключает обоснование скептиков, утверждающих, что видение на смертном одре – не что иное, как галлюцинации поврежденного и умирающего мозга пациента. Поскольку родные пациента в момент видения обладают вполне здоровым и действующим мозгом, списать видение на смертном одре на галлюцинации невозможно. Видения на смертном одре являются еще одним железобетонным доказательством продолжения жизни после смерти физического тела на Земле. Это доказательство может проверить любой. Если начать расспрашивать своих друзей, то выяснится, что огромное количество людей становилось свидетелями подобных случаев. В отличие от разных мистических историй в интернете, зачастую выдуманных их авторами ради наживы, у наших друзей нет никакого резона врать нам. Более того, рассказывая о подобных случаях в нашем, заточенном на материализм обществе, они могут столкнуться с неадекватной реакцией и прослыть поехавшими кукухой в своих компаниях или на работе. Поэтому чаще всего такие доверительные рассказы содержат правду. Так, например, первый же мой друг, которому я задал вопрос о таких видениях, рассказал мне, что умершая несколько дней назад бабушка его жены за несколько часов до смерти сказала родным: «За мной пришли». Моя собственная бабушка, обессилевшая и лежавшая в постели, за день до своего ухода, обращаясь куда-то в область потолка, приветствовала кого-то невидимого и спрашивала его: «А где твой сын? Где Володя?» Ни у меня, ни у моей мамы, сидевших тогда возле бабушки, никогда не было никакого сына Володи. Знание об умирании, о сопровождающих этот процесс явлениях, о продолжении жизни после смерти физического тела критически важно для всех людей. Это помогает как пациентам, совершающим переход с пониманием, что ничего на самом деле не заканчивается, а наоборот начинается новый этап жизни, более прекрасный, чем когда-либо можно было себе представить, так и родным и близким, получающим утешение и облегчение тяжелого горевания по ушедшим, горячо любимым существам. Уверенность в том, что смерть любимого – лишь временная разлука, которая непременно завершится счастливой встречей, освобождает от мучительной боли потери, депрессий, дает возможность сосредоточиться на делах и свершениях, ради которых мы пришли на эту землю, вместо бессмысленных трат времени на погружение в отчаяние. Благодаря этому знанию все мы избавляемся от страхов, переполняющих наше сознание на протяжении жизни, и можем сосредоточиться на истинных ценностях нашего существования – любви, прощении и духовном росте во имя добра и процветания человечества в земном и потустороннем мирах.